По результатам исследований Национальной академии финансов, в 2015 году только 16% родителей привлекали детей к планированию семейного бюджета. Это может привести к тому, что ребенок, став взрослым, будет более уязвимым в финансовой сфере, что повлечет за собой множество других проблем. В школьные программы некоторых европейских стран, а также США и Канады, обычно включены обязательные уроки финансовой грамотности. В Америке уже у каждого пятиклассника есть 3 копилки: Share, Save and Spend. Средства из первой они тратят на подарки или благотворительность, из второй оставляют на будущее, а из третьей тратят на что хотят. Единственное, чем в такой системе недовольны американские детские психологи, это тем, что отсутствует 4-я копилка – taxes, то есть налоги. Молодые американцы, вступая во взрослую жизнь, оказываются совершенно неподготовленными к уплате налогов. В Германии существует даже так называемый день экономии, когда ежегодно дети за размещение в банке накопленных средств, сэкономленных на карманных расходах, получают сувениры как поощрение за разумное финансовое поведение. В школах в этот день также проводят тематические занятия, а в Нидерландах в конце 70-х приняли решение о создании Национального института по информированию составления семейного бюджета. А сейчас в стране проводится комплексная политика финансового образования, которая затрагивает все слои населения. Что не так с российскими школами и почему в них не учат финансовой грамотности, хотя в программе есть такие предметы, как экономика. На самом деле финансовую грамотность планируют ввести в школах, а где-то она уже могла присутствовать в рамках других предметов, уже упомянутой высшей экономики, географии, математики, обществознания. В программу должны войти анализ семейного бюджета и риски предпринимательства. И все же это не совсем те уроки финграмотности, которые хотелось бы видеть. Одна из причин, по которой в российских школах нет таких предметов, как финансовая грамотность, это школьная программа, которая подразумевает наличие обязательных предметов. И если вводится новая дисциплина, это говорит о том, что одну из старых необходимо убрать, а с этим уже сложнее. Другая причина заключается в цели государственных школ привить детям мнение о том, что после окончания школы нужно поступить в университет, а потом найти хорошую работу, на которую нужно ходить каждый день и работать на ней с 9 до 6. Если ребенок не будет знать, как стать инвестором или предпринимателем, он будет расти и заниматься той работой, которая больше привычна для нас. Если из системы выпадают несколько человек, которые научатся грамотно распоряжаться своими финансами, а значит и временем, и будут заниматься тем, чем им хотелось бы заниматься, то это не страшно. А если каждый человек будет таким финансово подкованным, то кто же будет работать на заводе? Сейчас на 100% неизвестно, ведут ли повсеместно во все школы страны более углубленные занятия по финансовой грамотности. Но пока в целом ответственность по обучению данной сфере лежит на родителях. Еще в раннем возрасте, когда ребенок становится школьником, активно формируются не только физические, но и когнитивные и социальные способности. Поэтому особенно важно в этот период начать знакомство ребенка с миром денег, показывать ему купюры разного номинала, а также объяснять, как отличаются настоящие деньги и не настоящие. Обязательно иметь дома копилку и учить ребенка копить на какую-то желанную им вещь. На примере денег можно обучать детей реальным цифрам и счету. Конечно, пока ребенок еще мал, не обязательно ввести его в банк и показывать портфели с акциями. А вот превратить обычный поход в магазин в игру с реальными деньгами будет неплохим финансовым уроком. Донести идеи о планировании денег можно до ребенка любого возраста. Главное говорить на его языке и использовать те средства, которые под силу и понятны ему. Любой родитель будет знакомить ребенка с ценами в магазине, чтобы у него было о них представление, и чтобы, начав получать свои первые карманные деньги, он умел ими распоряжаться грамотно. Но что делают немногие, так это заранее договариваются с ребенком, как часто и какую сумму он будет получать. А таким образом ребенок начинает понимать, что если он потратит деньги в первый же день, то до следующих ему придется ждать. Познакомьтесь с книгой Бодо Шефера «Money» или «Азбука денег», написанная для детей, но она может быть полезна также и взрослым. За рубежом очень популярна подработка, когда ребенок находится еще в школе. Как правило, такую подработку они находят на каникулах. Конечно, подростки не всегда и не везде могут работать, но тем не менее многие небольшие местные организации с охотой возьмут школьника на стажировку. Зарплата, конечно, будет небольшой, но так подросток быстрее начинает ценить и уважать как свой труд, так и чужой. Он становится более ответственным как к себе, так и к заработанным средствам. В подростковом возрасте также важно, чтобы дети имели представление о таких понятиях, как налоги, зарплата, налоговый вычет, финансовые планы и инвестиции. В этом может помочь как специализированная литература типа «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, «Алхимия финансов» Джорджа Сороса, «Путь к финансовой свободе» Бодо Шефера и многие другие. Мы также рекомендуем посещать и финансовые курсы и кружки, где дети в игровой форме с помощью педагогов изучают основы инвестирования и безопасного обращения с деньгами. Сейчас есть масса вариантов, чтобы у ребенка на руках оказалась пластиковая банковская карта. Есть разные варианты оплат через мобильные приложения Apple или Android. И на этом этапе самое время познакомить ребенка с рисками и мошенниками, которые могут подстерегать.
Ребенок должен понимать, какие операции совершать не нужно. И, конечно, куда, а самое главное, как обращаться при подозрении на мошенничество. Ну и напоследок, финансовое мышление чаще всего формируется в семье. Все мы родом из детства, и многие привычки перенимаем от родителей, в том числе и финансовые. Для того, чтобы ваш ребенок был финансово грамотным и не терялся в мире денег, когда покинет семейное гнездо, нужно быть самим грамотными финансово и показывать своим детям достойный пример. Недавно мы записали видеоинтервью с профессиональным хоккеистом, в котором обсудили вопросы финансового планирования и финансовой грамотности. Мы также поговорили об ошибках, которые совершают профессиональные спортсмены, начиная зарабатывать большие деньги. Если вам интересно посмотреть данный ролик, переходите по ссылочке в описании к данному видео.